Добро пожаловать на канал! Сегодня я расскажу вам о лучших летних турецких сериалах, которые подарят вам море эмоций, легкость и влюбленность в экранных героев. И начну я наш топ из популярного турецкого сериала под названием «Запах клубники». Главные роли исполнили Демет Оздемир и Юсуф Чим. История девушки по имени Аслы, которая мечтает стать успешным кондитером. Однажды она сталкивается с богатым и немного заносчивым парнем по имени Бурак. Их первое знакомство далеко от романтического, полное ссор и взаимных упреков. Однако судьба вновь и вновь сталкивает их. И как вы понимаете, между героями вспыхивают чувства. «Запах клубники» — это классическая история любви с яркими красками лета, сладкими десертами и искренними эмоциями. Второй сериал называется «Красивее, чем ты». В главных ролях Джемре Байсель и Бурак Челик. Эфсун – врач из провинции, которая вынуждена переехать в Стамбул и управлять престижной клиникой. Здесь она встречает Эмира. Эмир – обаятельный и успешный хирург. Уверен, что Эфсун хочет отнять у него клинику и потому вступает с ней в противостояние. Их постоянные стычки и конкуренция перерастают в нечто большее. «Красивее, чем ты» – это легкий и милый сериал о том, как любовь приходит неожиданно, даже если сначала это кажется невозможным. «Повсюду ты». Главные роли исполнили Фуркан Андыч и Айбюке Пусат. Демир и Селин случайно становятся совладельцами одного и того же дома. Ни один не хочет уступать, и между ними начинается настоящая война за территорию. На работе оказывается, что Демир – новый начальник Селин, что только усиливает их противостояние. Со временем их борьба перерастает в забавные приключения и, конечно, в искренние чувства. «Повсюду ты» – это легкая романтическая комедия о том, что любовь может появиться там, где ее меньше всего ждешь. «Постучись в мою дверь». В главных ролях Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Эда – амбициозная студентка, мечтающая получить образование за границей. Серкан Балат – успешный бизнесмен. Чтобы сохранить свою стипендию, Эда вынуждена заключить фиктивный контракт об отношениях с Серканом. Разумеется, за договорными условиями скрываются настоящие чувства, которые со временем вспыхивают между ними. «Постучись в мою дверь» – это идеальный сериал для тех, кто любит историю о любви, начинающейся с ненависти. «Любовь на показ». Бурджу Озберг и Чаглар Эртугрул исполнили главные роли. Айше – добрая девушка из скромной семьи, вынужденная выйти замуж за богача Керема, чтобы избежать беды. Брак по расчету оборачивается чередой забавных ситуаций, недопониманий и, конечно же, постепенным зарождением настоящих чувств. «Любовь на показ» – это легкая романтическая история с юмором, искренними эмоциями и летней атмосферой. Шестым сериалом является «Мистер Ошибка». В главных ролях Озге Гюрель и Джан Яман. Озгюр – успешный ресторатор и типичный холостяк, который не верит в любовь. Эзги мечтает выйти замуж, но ее личная жизнь – сплошная неудача. Озгюр решает помочь Эзги и научить ее правильно строить отношения. Но, конечно, между ними вспыхивает искра. «Мистер Ошибка» – это веселая и яркая комедия о любви, уроках жизни и неожиданных чувствах. «Любовь на прокат». В главных ролях Эльчин Сонгу и Барыш Ардуч. Дефне – официантка, которая ради спасения семьи принимает странное предложение влюбить в себя Омера и затем исчезнуть. Изначально все идет по плану, но искренние чувства ломают все договоренности. Между героями возникает настоящая любовь, полная страсти и недосказанности. «Любовь на прокат» – это сериал о выборе между деньгами, долгом и сердцем. «Игра судьбы». В главных ролях Джемре Байсель и Айтач Шашмас. Ада верит, что ее первая любовь – ключ к счастью. Стремясь вернуть прошлое, она устраивается в компанию своего бывшего. Однако вместо былой любви она встречает Бару, принципиального и упрямого начальника, который все больше занимает ее мысли. Их отношения полны юмора и неожиданностей. «Игра судьбы» – это о том, как иногда жизнь дает гораздо больше, чем мы планировали. Этот сериал покорил сердца зрителей легким сюжетом и харизматичными героями. Идеальный выбор для тех, кто любит романтику с ноткой иронии. Девятым сериалом является «Ранняя пташка». Демет Оздемир и Джан Яман в главных ролях. Санем – мечтательная девушка, которая устраивается на работу в рекламное агентство, чтобы избежать брака по расчету. В агентстве она сталкивается с Джаном, харизматичным фотографом и наследником компании. Их отношения начинаются с недопонимания, но со временем перерастают в настоящую любовь, полную страсти и приключений.
«Ранняя пташка» — это настоящий заряд летнего настроения и одной из самых любимых романтических комедий Турции. Сериал покорил сердца зрителей по всему миру, став культовым благодаря химии между главными героями. Каждая серия — это микс легкости, юмора и искренних эмоций. Любовь, разум, месть. В главных ролях Бурcu Озберк и Ильхан Шен. Эсра выходит замуж за Озана, надеясь на стабильную жизнь, но реальность оказывается куда жестче. Однако их брак не складывается, и после череды разочарований Эсра решает развестись. Спустя несколько лет она устраивается на работу в компанию, где генеральным директором является ее бывший муж, теперь уже успешный бизнесмен. Эсра вынуждена работать в его компании. Они ведут настоящую битву чувств между разумом, любовью и местью. «Любовь, разум, месть» — это сериал о том, что иногда прошлое дает второй шанс на счастье. Это романтическая комедия с элементами драмы, исследующая тонкую грань между любовью и гордостью, а также вопросы второго шанса и прощения. «Если сильно полюбишь» — Керем Бюрсин и Хавсанур Санджактутан в главных ролях. Атэш – молодой мужчина, который живет за границей, избегая связи с семьей и не доверяя людям. Его жизнь меняется, когда он возвращается в Стамбул после смерти отца, чтобы взять на себя руководство семейной компанией и заботу о младших сводных братьях и сестрах. Лейла – девушка, выросшая без семьи, зарабатывающая на жизнь мелкими аферами. Она устраивается няней к детям Атэша, скрывая свое прошлое. Несмотря на различия, между ними возникает сильная связь, и они вместе учатся преодолевать свои страхи и находить доверие. «Если сильно полюбишь» — это романтическая драма о поиске любви, доверия и семейных ценностей, которая тронула сердца зрителей своим глубоким сюжетом и яркой актерской игрой. Вишневый сезон. В главных ролях Озге Гюрель и Серкан Чайоглу. Ойкю – талантливая девушка, мечтающая стать модельером. Судьба сводит ее с Аязом, обаятельным парнем и сыном знаменитого кутюрье. Из-за случайности им приходится изображать пару, но притворство перерастает в настоящие чувства. Пока Ойкю покоряет мир моды, она находит и свою первую любовь. Вишневый сезон – это история о мечтах, которые становятся реальностью, и любви, которая приходит неожиданно. 13-й сериал называется «Любовь не понимает слов». Ханда Эрчел и Бурак Денис исполнили главные роли. Хаят – девушка из деревни, вынужденная скрыть свое настоящее, чтобы получить работу в крупной текстильной компании. Там она встречает Мурата, строгого, но невероятно привлекательного начальника. Их рабочие отношения постепенно перерастают в яркую, страстную любовь. «Любовь не понимает слов» – это сериал о секретах, обманах и, конечно, о большой любви. Турецкий сериал «Полнолуние». Озге Гюрель и Джан Яман исполнили главные роли. Назлы мечтает стать шеф-поваром и начинает работать личным поваром у строгого бизнесмена Ферита. Постепенно за внешней холодностью Ферита открывается ранимое сердце. Их отношения развиваются на фоне красивых видов Стамбула и кулинарных страстей. «Полнолуние» — это история о доверии, преодолении страхов и обретении счастья там, где его не ожидали найти. «Душа не слышит». В главных ролях Бурcu Озберк и Шукрю Озйылдыз. Онур работает под прикрытием, пытаясь поймать опасного преступника. Его миссия осложняется появлением Эдже, упрямой и решительной девушки, которая оказывается втянутой в игру без правил. Постепенно между ними возникает сильное притяжение, которое угрожает не только операции, но и их сердцам. «Душа не слышит» — это сериал о том, как любовь появляется в самый неожиданный момент, даже там, где на кону стоит жизнь. Кто сам упал, тот не плачет. Энис Кочак и Эйлюль Тумбар в главных ролях. Ализе выросла без матери и была окружена чрезмерной заботой отца, что сделало ее избалованной и упрямой. Узнав о намерении отца жениться, девушка решает устроить свою маленькую месть и внезапно меняет свою судьбу. Однако реальность оказывается куда суровее ее ожиданий. Вместо роскошной жизни Ализе сталкивается с новыми трудностями и взрослыми испытаниями. Кто сам упал, тот не плачет – это легкая и теплая история о взрослении, переменах и поиске настоящего счастья. «Любовь моей жизни». В главных ролях Ханде Догандемир и Серкан Чайоглу.
Gökçe – талантливая и целеустремленная сотрудница рекламного агентства. Несмотря на успехи в карьере, ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Все подруги уже вышли замуж или готовятся к свадьбе, а она остается одинокой. Решив изменить ситуацию, Gökçe ставит перед собой цель – завоевать сердце своего начальника. Чтобы приблизиться к нему, она обращается за помощью к своему коллеге Каану, который соглашается помочь, но сам неожиданно начинает испытывать к ней чувства. В результате между героями разворачивается любовный треугольник. «Любовь в моей жизни» – это легкая романтическая комедия, которая с юмором и теплотой рассказывает о поиске любви и сложностях выбора между сердцем и разумом. Следующий сериал называется «Тропики». Сумие Айдоган и Джанар Топчу в главных ролях. Гёджэ мечтает провести лето с любимым эмиром, но ради сестры с особыми потребностями ее семья переезжает в Тихую Фочу. Там она знакомится со Сгюром, добрым инструктором парусного клуба, посвятившим себя брату с синдромом Аспергера. Постепенно между ними возникает особая связь, но все меняется с неожиданным возвращением эмира. Сериал «Тропики» поднимает важные темы ментального здоровья, ответственности и силы любви, способной преодолеть любые преграды. Светлячок. Сичкин Оздемир и Нилай Дениз в главных ролях. Барыш – блестящий адвокат по бракоразводным делам. Он привлекателен, харизматичен и успешен, но давно разочаровался в любви. Его жизнь кажется выстроенной до мелочей, но внутри он чувствует пустоту и утрату интереса ко всему, что раньше вдохновляло. Ослы – полная энергии и оптимизма молодая женщина. Несмотря на свою красоту и ум, она вынуждена работать таксисткой, чтобы прокормить семью. Она не боится трудностей и старается находить радость в каждом дне. Когда пути этих двух совершенно разных людей пересекаются, начинается история, наполненная юмором и страстью. Вопреки всем различиям, между ними вспыхивает искра, которая постепенно перерастает в настоящую любовь. И заканчивает наш топ сериал под названием «Сказка на острове». В главных ролях Альп Навруз и Айча Айшин Туран. Хазиран надеется получить долгожданное повышение и переезд в Токио, но ее босс ставит условия. Перед этим она должна съездить на остров и разобраться с упрямым местным жителем, который отказывается продавать свою землю и мешает проекту застройки. Приехав туда, Хазиран сталкивается с Пайразом, суровым и неприветливым мужчиной. С первой встречи между ними вспыхивает неприязнь, но эта командировка обернется для них чем-то большим, чем просто деловая поездка. Вот таким получился наш большой топ летних турецких сериалов. Пишите в комментариях, какие сериалы из списка вы уже смотрели, а какие только собираетесь посмотреть. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще много интересных подборок и обзоров. До встречи в новых видео.